Привет, меня зовут Лилия. В этом видео покажу вам распаковку своей большой посылки, в которой мне пришел заказ с молдами российского производителя Арт-студия Просвет. В одном из прошлых видео я вас уже знакомила с разными молдами этого бренда, потому что уже достаточно давно не только знаю, но и пользуюсь их молдами. Они очень качественные, и у меня никогда с ними не возникало проблем. А недавно я получила от них почтовую рассылку, что на все товары действуют скидки от 30 до 50%. Конечно же, я заглянула на их сайт, не удержалась и выбрала себе 18 позиций. И сейчас я вам покажу не только все молды, но и процесс отливки некоторых фигурок и как они выглядят в итоге. В посылку мне положили еще и скидочные купоны на последующие покупки. Каждый молд упакован отдельно. Есть инструкция, в которой можно прочитать всю необходимую информацию. Молды очень качественные, сделаны из силикона, который в меру упругий и мягкий. Этот молд называется плитка-барельеф из розец 1, размер М. Этот размер означает, что такой же дизайн рисунка есть и в другом размерном исполнении. У меня размер готового изделия 7 на 7 см, толщина 0,5 см. Все ссылки на все молды вы найдете под этим видео в описании. Следующий молд – декоративный элемент розетка, размер М. Размер готового изделия 7 на 7 см. Следующие молды идут в комплекте, состоящем из 3 элементов. Этот набор для создания декоративной рамки. Здесь есть уголок, прямой багет и прямой багет с декоративным элементом. Набор называется «Декоративная рамка», размер XL. Ширина готового длинного прямого багета 0,7 см, а длина 15 см. Отливки из такого молда хорошо подходят для декорирования, например, шкатулок, а также для создания фоторамок или рамок багетов для каких-то панно, картин и тому подобное. А этот молд уже орнаментальный растительный, он называется чертополох, размер L. И я пожалела, что не заказала в другом размере и с зеркальным отражением. Тогда можно было бы создавать интереснее рисунок, используя разновеликие и разноформатные отливки. Ну, значит, будет повод сделать еще один заказ. Размер готового изделия 5,3 на 10 см. Вот такой молд в виде короны я выбрала большого размера. Молд называется «Корона 2 большая». Размер готовой отливки 5 на 4,5 см. Еще один багет, но в этом случае без уголков. Он называется молд-бордюр. Ширина готовой отливки 2,3 см, длина 15 см. Отливая необходимое количество таких элементов, можно собрать сколько угодную длину. Такой багет хорошо подойдет для создания, например, фоторамок. Следующий молд также представляет собой багет, но я бы его назвала больше бордюром, чем багетом. На сайте он называется молд-багет, размер XL, а размер готового изделия – ширина 1,9 см, длина 20 см. С помощью такого молда можно создавать красивые фигурки для декорирования мебели. Этот молд называется декоративный элемент, размер L. А размер готовой отливки 13 на 8,5 см. Еще один комплект молдов для создания декоративных прямоугольных рамок любого размера. На сайте этот комплект называется «Декоративная рамка XL». Готовый размер прямого багета – ширина 1 см, длина 10 см. Дальше в основном будут рамки разного размера и форм. Это небольшая овальная рамка, она называется рамка овальная простая, размер XL. Внешний размер рамки 14 на 11,5 см, толщина 1 см. Размер внутренний 11,5 на 7 см. Еще один просто декоративный элемент в виде плитки. Молд называется плитка декоративная, размер L. Размер готового изделия 10 на 10 см, толщина 1 см. Из такой плитки можно выложить, например, бордюр над камином, или же создать декоративное панно, или же использовать как декоративный элемент на шкатулках и других подобных формах.
А это уже довольно большой молд для создания прямоугольной рамки. Внешний размер готовой рамки получается 17 на 21 см. Размер внутренний 8,5 на 14 см. Готовую рамку можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Этот молд для изготовления круглой рамки. Он так и называется – круглая рамка. У меня размер XL. А размер готового изделия 20 на 20 см. Внутренний размер 13,8 на 13,8 см. Рамка с красивым багетом, на которой изящный орнамент и декоративные элементы. Еще одна рамка, а точнее молд для ее создания. Он называется квадратная рамка, размер XL. Размер внешний 20 на 20 см. Размер внутренний 11 на 11 см. Глубина заливки достаточно большая, поэтому молд имеет такую ширину. Для тех, кто любит витиеватость, барочность, такая рамка непременно понравится. У нее широкий багет с красивым, богатым орнаментом. Следующая рамка по сравнению с предыдущей гораздо тоньше. Этот молд для создания овальной рамки, который называется «Морозная рамка 2», размер 2XL. Размер готового изделия 20 на 26 см, размер внутри 9,5 на 16 см. Готовую рамочку можно располагать как вертикально, так и горизонтально. И обратите внимание, что все молды «Арт-Просвет» выполнены очень качественно, с четким рисунком. Все линии, завитки точные и плавные. Соответственно, и отливки получаются тоже очень качественные. Эта рамочка имеет овальную форму, но только внешнюю. Внутренний же размер круглый. Может быть, поэтому молд называется «круглая рамка». Размер внешний 17 на 20 см. Внутренний 8,5 на 8,5 см. Красивая рамка и достаточно изящная. Ее тоже можно располагать как вертикально, так и горизонтально. А с помощью этого молда можно сделать ажурную решетку. Молд так и называется – панно решетка 1, размер XL. Размер готового изделия 15 на 15 см. Толщина всего 0,5 см. Молд очень хорошо проработан. У него активный и богатый орнамент. И самый большой молд в моей посылке – это овальная рамка, размер 2XL. Размер готового изделия 22 на 30 см. Внутренний размер 15,5 на 23 см. Дизайн этой рамки перекликается с дизайном круглой рамы, но имеет некоторые отличия. 4 декоративных орнамента похожи, но багет гладкий и без украшений, и в отливке будет иметь вогнутую форму, а не выпуклую. Но в любом случае рамка красивая и эффектная. А теперь хочу показать вам работу молдов в деле и как выглядят отливки некоторых молдов. Работать буду с жидким пластиком, ссылка на него будет в описании. Это двухкомпонентный литьевой пластик с высокими прочными характеристиками, и в то же время он легкий и с течением времени не теряет своих свойств. По инструкции компонент А и компонент Б смешиваются в отношении 1 к 1, но это по весу, а так как плотность у компонентов разная, то и объем визуально тоже разный. Отмеряю вес и использую весы. Использую обычный бумажный стаканчик, хотя у меня есть и специальный силиконовый мерный стакан, но его объем только 100 мл. А я решила сразу развести массу на 150 грамм. Время жизни этого состава, то есть время до начала кристаллизации, всего 4 минуты. И это не так много, чтобы разлить всю массу по формам. Я рекомендую для этого пластика разводить состава не больше 100 грамм. И если время жизни для вашего пластика будет больше, например, 7-10 минут, то можно сразу развести и больший объем, так как масса будет застывать медленнее. Для разной пластики будет разная инструкция, поэтому прежде чем начать работать, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией к вашему жидкому пластику. Когда масса начинает менять цвет, это означает, что начался процесс отвердения.
Когда пластик хорошо затвердел, отливки вынимаю из формы. И вы посмотрите, какая деталировка у этих молдов. Все очень точно до мельчайших элементов. Поверхность гладкая там, где нужно быть гладкой. Все выступы имеют ровные края. Да и дизайн молдов великолепен сам по себе. Жидкий пластик, который я использую в этой работе, долго сохраняет некоторую эластичность. Он полностью отвердевает только через 24 часа, но вынимать его из формы можно уже через 20 минут. И за это время его легко можно гнуть и приклеивать к выпуклым и неровным поверхностям. Если же вы хотите его согнуть по истечении суток или больше, то достаточно нагреть отливку горячим феном, и фигурка опять приобретет нужную эластичность. Кроме жидкого пластика, создавать фигурки можно с помощью полимерной глины, гипса, древесной пульпы и, возможно, других материалов, о которых я пока не знаю. Конечно, если вы занимаетесь творчеством время от времени, то покупать много и разных молдов, наверное, совсем ни к чему. Сейчас можно приобрести уже готовые самые разнообразные отливки, например, на той же ярмарке мастеров. Для меня же, как для человека, тесно связанного с творчеством, возможность приобретать такие молды из широкого спектра предложений позволяет с легкостью воплощать в жизнь любые мои задумки. Надеюсь, информация была вам полезной, а я желаю всем вам творить с радостью и удовольствием, наслаждаясь не только результатом, но и процессом. Буду рада вашим комментариям, а если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.